В этом году мы снова отправились в Великобританию, чтобы проведать нашу дочь и внучку. И имели возможность хотя бы месяц поспать спокойно без бомбардировок. И, конечно же, мы снова встретились с Кимом Нишикавара. Ким пришел к нам в гости и пришел с подарком – новым альбомом группы Colosseum, выпущенным в этом 2025 году. И снова на обложке альбома пожелания и автографы всех членов группы Colosseum. Альбом 11 был выпущен как на виниле, так и на CD. Этот альбом представляет собой возвращение к классическому джаз-роковому звучанию группы, которое высоко оценили за сочетание джаза, блюза и прогрессивного рока, за инструментальное мастерство, особенно гитариста Клема Клемсона, басиста Марка Кларка, а также за вокал Криса Фарлоу. Вокал Криса Фарлоу является выдающейся особенностью, подкрепленной изящными партиями клавишных и саксофона, обеспечивающими сложные акценты. Легендарные джаз-рокеры Colosseum остаются на передовой более полувека. Альбом включает в себя яркие оригинальные композиции, а также кавер-версию песни Вана Моррисона. Все треки альбома демонстрируют неизменную креативность и инструментальное мастерство группы, благодаря которому создается богатое и сложное музыкальное полотно. Некоторые музыкальные критики считают этот альбом идеальным воплощением звучания Colosseum, что он действительно остается верным джаз-блюз-роковым традициям группы, а не является простой имитацией. Критики отмечают интеллектуальную и атмосферную музыку, верную традициям группы, но при этом предлагающую захватывающий и изысканный материал. На альбоме представлен возрожденный классический состав группы: гитарист Клем Клемсон, басист Марк Кларк и вокалист Крис Фарлоу с новыми членами группы, которые уже принимали участие в записи предыдущего альбома группы в 2022 году. Это клавишник Ник Стид, который стал автором 2 треков на этом новом альбоме, плюс одну песню он написал в соавторстве с Клемсоном. Кроме этого, Ник Стид был продюсером всего альбома, вместе с Клемом Клемсоном. Партии саксофона на альбоме исполнял Ким Нишикавара, а за ударной установкой был Малкольм Мортимер. На первом треке альбома мы снова слышим бэк-вокал Анны Грейси. Саксофонист Ким Нишикавара придает песням альбома определенный джазовый оттенок, от плавного до мощного. В записи первого трека второй стороны альбома, песни «Джипси», партию ритм-гитары исполнил снова приглашенный музыкант Рэй Детон. Он же стал соавтором 2 песен этого альбома. Рэй написал об этом: «Я очень рад, что внес свой вклад в этот альбом в качестве соавтора с Марком Кларком. И мне даже удалось немного сыграть на гитаре на треке «Джипси» благодаря моему новому другу Клему Клемсону. Это отличный альбом, обязательно послушайте». Ветеран группы басист Марк Кларк говорил об этом альбоме: «Это лучший альбом, который, по моему мнению, мы когда-либо создавали. На самом деле мы с Клемом настолько им довольны, что впервые будем исполнять 7 песен из этого альбома в предстоящем туре, чего мы раньше никогда не делали». Я соглашусь с Кларком. На концертах этот новый альбом будет отлично звучать рядом со старой классикой группы. Открывает альбом заводной энергичный трек Not Getting Through – «Не могу дозвониться». Фарлоу, как всегда, хорошо справляется с вокальной партией в сопровождении красивых соло на гитаре и саксофоне, а также с поддержкой четкого ритма ударных. Второй и третий треки альбома, песня Won't Be Satisfied и No More Second Chances, написаны Клемсоном. Красивые песни в исполнении Фарлоу с прекрасным музыкальным исполнением. Классическое сочетание Won't Be Satisfied со сменяющими друг друга соло гитары и саксофона не оставят вас равнодушными. В No More Second Chances, больше никаких вторых шансов, звучит приятное соло на фортепиано с добавлением гитарного соло и в завершении трека соло на саксофоне. Закрывает первую сторону альбома самый продолжительный трек на альбоме. Это инструментальная эпическая композиция English Garden Suite, английская садовая сюита, автором которой был Ник Стид. Этот трек – это сочетание современного звучания и классического стиля ранних работ Colosseum. Вторая сторона пластинки начинается с трека «Gypsy», где партию лидирующего вокала отлично исполнил Марк Кларк.
Саксофон Кима украсил этот трек прекрасным соло. Далее следует кавер на песню Вана Моррисона «Ain't Gonna Moan No More» «Я больше не буду стонать». Отличный вариант исполнения, красивые пассажи Ника на органе с приятными соло саксофона. Песня Nowhere to be Found – это еще один красивый медленный трек, в котором лидирующий вокал исполняет Марк Кларк. И делает он это хорошо. Партия саксофона поддерживает вокал Марка, добавляя эмоций. Закрывает альбом мелодичная песня Ника Стида «Hunters» в исполнении Криса Фарлоу. Инструментальная часть песни, как всегда, на высоте, соответствующая мастерству музыкантов. Саксофон Кима исполняет отличное соло, передавая эстафету гитаре Клемсона. Потом партия на саксофоне возвращается, заканчивая этот трек. Этот альбом представляет собой воплощение самых лучших качеств группы в современном контексте. Сейчас я вынужден отойти от обсуждения привычного мне формата музыки, чтобы в качестве бонуса рассказать вам о сольном альбоме моего друга Кима Нишикавары, выпущенного на CD. Скажу сразу, у меня нет никаких предубеждений к формату CD. Просто этот формат стал распространяться в 80-е годы и доминировать среди других форматов записи в 90-е. В эти десятилетия, особенно в 80-е, я уже был весьма далек от внимательного слежения за музыкальными новинками. Только поэтому мне формат винила ближе. Я не страдаю сравнением звучания этих двух форматов. В общем, как вы помните, я вам рассказывал, что я присутствовал в студии звукозаписи Green Velvet в Стокпорте, когда Ким со своим звукорежиссером Донни Вудхедом работал там над мастерингом своего нового сольного альбома. Когда мы снова встретились с Кимом Нишикаварой в августе этого года в Великобритании, я напомнил Киму о его обещании подарить мне его сольный альбом, когда он будет выпущен. Ким расстроился, что забыл его взять с собой, но через пару дней он снова приехал к нам в гости и привез 3 экземпляра своего альбома. Альбом называется Atlantic Salt, и выпущен он был, как я и говорил, только на CD. Один экземпляр Ким подписал для меня, второй для семьи моей дочери. 3-й экземпляр я пока оставил запечатанным. Я подарю его кому-нибудь из своих знакомых любителей музыки. Всего было выпущено 300 экземпляров этого альбома. На альбоме 7 треков. Партии на саксофоне исполнены Кимом. Партии баса, ударных и клавишных исполняли друзья Кима, с которыми он работал ранее в других проектах. На обложке альбома в аннотации мы читаем: этот проект призван отдать дань уважения великим джазовым саксофонистам и их коллегам по группе 50-х и 60-х годов, которые задали стандарт, к которому мы все, их последователи, стремимся. Многие считают это время пост-бипопа золотым веком джаза. Если вы знакомы с этой эпохой, надеюсь, вы услышите и сможете узнать гигантов, которые вдохновляли нас. Я не думаю, что будет уместно с моей стороны подробно описывать музыкальный материал этого альбома. Понятно, что мастерство исполнения у такого профессионала, как Ким, всегда на высоте. Так как Ким мой друг, я не думаю, что мое описание будет воспринято как объективное. Поэтому я скажу просто: альбом мне понравился. И чем больше я его слушаю, тем больше он мне открывается. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, мой рассказ был хоть кому-то настолько интересен, что он смог посмотреть все части этого выпуска. Работать над новыми выпусками становится все сложнее из-за бессонных ночей, проведенных в так себе укрытии. Приятного вам прослушивания музыки, а не воя воздушных сирен. И мира нам всем. До свидания.